Right, so word and gesture come together in many different То есть combinations. определенные слова соответствуют определенным жестам. And I have a question with that thing. Okay? Правильно, чего здесь больше? Да, научности или эзотеричности? То есть, вот что в китайской философии говорится, да? Потому что она же говорится, что на философии. Здесь это где? Вот в теории. In this theory, yours, what do you have more, science or esoterics? Yes. 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 I have found in my life, I remember starting to write, and I'm writing scientific. Я вот помню, я вот начинал писать научный труд, и я пишу по-научному. Then I watch myself becoming an artistic. А потом я вижу, как происходит во мне проявление художественной части, или в данном случае martial arts, боевых искусств. Art and science come together. То есть искусство и наука, они же вместе, Inseparable. соединяются. Они неразделимы. That's, again, the science of teaching, the art of teaching. Наука обучения, искусство обучения. Right. You can learn the rules, but how do you apply them? Правила можно выучить. Вопрос, как ты их применяешь. Answer, simple. Practice and fail, practice and fail, practice and fail. You start getting good. Ну и способ простой. Практикуй, делай ошибки, практикуй, делаешь ошибки, и становишься каждый раз все лучше и лучше. I remember how bad I was when I began. Я помню, насколько плохим я был, когда начал. Как плохо у меня получалось, когда я начинал. I am living proof one can learn. Я, так сказать, живой пример того, что человек научабелен. So, let me show you another interesting science art. Oh, yes, please. Вопрос. Не вопрос, наблюдение своей опыта. Мы вот делали когда упражнение, очень интересно. Вот этим движением горизонтально можно сказать, что это плохое, но оно будет уже не таким тяжелым для человека. Right. What we observed in practicing the gestures is with horizontal gestures, even if we say something bad, it doesn't sound as bad. Yes. Как будто бы это ужасно было, но и как будто что-то уже можно исправить. Right. The message that the person receives is when I say it's terrible, but the implied message is it can be corrected. Yeah. Hello, it's been nice to meet you. I just wanted to say, in addition to the last opinion, that the gestures we use influence the intonation we're speaking with. Because when we use horizontal gestures, our intonation becomes milder, becomes more friendly. So we change the behavior of our interlocutor. Yes. So that's, Do you want to do that into Russian? По-русски скажешь? Наши жесты, они влияют на интонацию. То есть, когда мы используем горизонтальные жесты, наша интонация становится намного мягче, и уже наш собеседник воспринимает это по-другому. То есть, уже более такое дружеское общение. You raised a very interesting point. Очень важный момент вы высветили. It has to do with, am I doing this genuinely, or am I doing it manipulatively? Делаю ли это искренне или я манипулирую? If I try to change my voice on purpose, Если я сознательно меняю голос, people can tell. люди, они чувствуют. I have trained myself so that when I move, Знаете, я-то человек подготовленный, я let тренировался, чтобы, когда я двигаюсь, I let my muscles change, which change my voice. я достигаю изменения своих, напряжения своих мускулов вместе с изменением тона своего голоса.
здесь, видимо, все-таки у людей возникает вопрос, они разделяют эзотерику и психологию как таковую. На самом деле этого нет. Если вы живете этой жизнью, если вы живете этой жизнью и пользуетесь теми знаниями, которые есть, вы можете назвать их, конечно, эзотерикой, но они от этого не станут чем-то другим. Это просто энергия, про которую вы не знаете. Right. Не про другой был вопрос, правильно я слышу? Вопрос. Да. Когда Стюарт сказал, что да, просто да, ничего больше не ответил, вот перед этим был вопрос. Чего больше, науки или эзотерики, да? Да. И не эзотерик, он сказал душевного, человеческого. Там не было слова эзотерики. Он говорит, либо личностного, либо вот объективных научных вещей. Right. The gist is in what you're doing and what you're teaching, which is what is more in it, you know, scientific or personal? Again, yes. Ответ на ваш вопрос тоже да. I would think I was 16 years old. Мне, наверное, лет 16 было. And I had one of those moments. И у меня был один из этих моментов, как знаете, все. It was like, if the scientists were right, and the universe made sense, То есть ученые правы, и Вселенная имеет смысл. and I'm part of the universe, Я часть Вселенной. then the laws of the universe should also hold for me. Значит, законы Вселенной действуют и на меня. So in that moment, I lost the distinction between personal and science. И в этот момент я потерял грань между личным и наукой. Между личностью и наукой. This wasn't what I was going to talk about, but I remember I was doing a training session I did a lot of work at the US Space Agency, NASA. То есть я много работал в НАСА. And I was working with one of the systems engineers. Я работал с одним из системных инженеров. And he was talking about this problem he seemed to have. И он говорил вот о той проблеме, которая не давала ему покоя. About how he would sometimes just be so slow in the way he thought and spoke. Что иногда ему казалось, что он настолько медлителен в своих мыслях и разговорах. And then something would happen and he would go too fast, too hard. А потом что-то произойдет, и у него все было как вот ускоренный перемотка. I spoke to him from hydraulics. Я поговорил с ним об этом с точки зрения гидравлики. That if the pipe is very wide, то есть если труба слишком широкая, the water moves slowly. Вода течет медленно. When the pipe is very small, когда труба очень узкая, the water moves faster. То вода движется быстро. But somehow his pipe went from wide То есть каким-то образом диаметр его трубы очень быстро сузился. That there was turbulence in the water. И в результате этого возникает завихрение, турбулентность в потоке воды. So instead of looking at a psychological problem, то есть вместо того, чтобы это рассматривать как психологическую проблему, we could look at how he holds his tension. Можно посмотреть, как он держит свое напряжение. And how he goes from being too relaxed. И как происходит смена состояния от чрезмерно расслабленного в чрезмерно напряженного. So physics, person. То есть физика и человек. So, we could stay with just this forever. Итак, мы можем остаться вот с этими двумя I'd like to show you something. Can I show you something? Но я могу еще кое-что вам показать. Now, just as an aside. Okay. As one teacher to another. Ну, между нами девочками, да, как один учитель другому. The way I behave, как я себя веду, I do on purpose. Я делаю это сознательно. So when I did what I did, I changed your response to me. То есть, когда я сделал вот этот жест, я изменил вашу реакцию на меня. So our job as a teacher is to be a really good actor. То есть наша работа учителя
это быть хорошим актером. in the service of assisting our students. У нас есть такая служба, служение, помогать студентам познавать мир. So here's something also incredibly simple. Вот еще очень простая штука. Невероятно простая. You have a back of your hand and a front of your hand. Знаете, у вас есть ладонь, да, и есть тыльная часть. Wow. Science experiment. Okay. Научный эксперимент. Okay, find the back of your hand. Так, тыльная часть, Find the front of your hand. ладонь. Okay. Now, I will do this first big with all of us. Я сначала, так сказать, мы все вместе сделаем перед вами. Сделаю. Without worry, not that one is better or worse than another. We're not Я не looking- говорю, что одно лучше другого и так далее. Just to observe your responses. Просто хочу понаблюдать вашу So, реакцию. when I approach you with the front of my hand, Когда я приближаюсь к вам, вот I открытой approach you with ладонью, the front of my hand, да, подхожу к вам с раскрытой ладонью, versus I approach you with the back of my hand. Против того, что я With the back of my тыльной hand. частью к вам приближаюсь. Did you notice, even in a big group, did you notice a difference? Даже в большой группе вы почувствовали разницу? Now, some people find this more comforting, some find this more comforting. Понимаете, причем интересно, что для некоторых вот это более комфортный жест, а для других открытая ладонь более комфортный жест. Зависит ли это от степени доверия к вам в данный момент? Doesn't it depend on the level of trust towards you at this specific moment? The question of trust we can really unfold much more of. It's a bigger question. in itself. Это очень большой вопрос, мы чуть попозже его However- развернем. Тем не менее, On one hand, I can, с одной стороны, by paying attention to these things, I can monitor and explore how the person trusts me. обращая внимание на эти вещи, я могу понять, в какой степени человек мне доверяет. Let's say I love to communicate this way. Скажем, я люблю коммуницировать таким образом. And I start moving towards you, Я начинаю двигаться к вам, and you close down. и вы закрываетесь. But if I move towards Но you, если я к вам двигаюсь, different response. вот таким образом я получаю другую реакцию. It's about if I pay attention to you Это про что? Про то, что я уделяю вам and watch how внимание. you change. И я смотрю, как вы меняетесь. So I'm dancing with you. Я с вами начинаю танцевать. So by paying И attention, обращая внимание, even also at which distance, даже на расстоянии, it's like we become involved in a dance together. мы начинаем совместный танец. We're not separate. То есть мы не раздельны. So if we're in a dance as though we're holding on, we're together, То есть в танце мы пара, мы вместе. that's one way to begin looking at trust. Вот на доверие можно смотреть вот с этой точки зрения. So in everything, so То есть the rule, here is the rule, вот какое правило есть. using all of these things. При использовании всех этих жестов. There is no rule. Правил нет. You pay attention to the Нужно people you're dealing with. смотреть, наблюдать. If you have a class, Если у вас есть you may класс, find one person вы who можете responds найти одного well человека, when you который meet them. хорошо отвечает вот на такие жесты. Another person may feel more Другой comfortable that человек way. будет более комфортно себя чувствовать, когда к нему вот так обращаются. I can't remember this, Я это не могу все запомнить. but if I pay attention to the Но people, если я наблюдаю, если я включен, as though if I allow you to be important to me, то есть я транслирую то, что вы для меня важны. in a sense, Если я позволяю вам быть важными для меня, I will pay attention to the boundaries between us. я тогда буду обращать внимание на те границы, которые существуют между нами. So in many ways, trust and respect build by how we respond to the various boundaries. Доверие и уважение, они растут и зависят от того, в какой степени мы наблюдаем и уважаем границы между нами. Continuous exploration and dancing with people. То есть нужно продолжать это исследование и продолжать свой танец с людьми. So as a little
quick experiment. Очень быстрый эксперимент. You'll stand up and turn towards your partner Встаньте, повернитесь and к see, вашему партнеру. and move towards them with back of the hand and front of the hand. И сделайте жест открытой ладонью, тыльной частью. Just to observe the difference. Просто для того, чтобы ощутить разницу. А ну вот, кстати, интересно, вот этот жест для нас приветственный и как бы какой-то встреча друзей, да, какой-то положительный. А вот это у меня ассоциируется с приглашением. И у меня вот какое-то, да, приглашение к взаимодействию. Вот ты вот что чувствуешь, когда я вот так вот делаешь? Ну, мне больше комфортно, когда тыльной стороной на меня идет. Потому что это вот как бы стопан. Интересно, в культуре это у всех разное или нет? Слушайте, все очень ситуативно. Послушайте. Понимаете, если представьте, если я вот так иду и нащупываю, я не так иду, это же тоже зависит, как я иду. Если я этой рукой иду, и вот, Ну, понятно. понимаете, вот совсем Можно или нельзя? да, очень аккуратно, понимаете, вот у него как же Я готов, но как ты пишешься в да, этом и вот в этом смысле и так же иду, но как бы продвигаюсь на ощупь. И в этом смысле тогда, может быть, вы и не будете от этого. Потому что вот так можно так заехать на отмашь. Ну да, тоже. Очень, очень. Знаете, это всё зависит от того. Нет, нет. I suspect you might have noticed some things. Я подозреваю, вы чего-то обнаружили. Anyone just, what are some things you noticed? Конечно. Ну, поделитесь. Поделиться, да? Я. Да? Но все же очень ситуативно. Если я буду подходить к вам рукой нащупывая и совершенно очень как бы вот оглаживая или пытаясь вас ощутить и почувствовать, это одна история. А можно же так, да, вверх, вот тыльной стороной. Это же все очень ситуативно, в зависимости от того, каким образом и как человек наступает этой рукой, с какой динамикой, с каким напором, с какой Devil is in detail. Whether you yes. go like this or you go like Exactly. this. It all depends. So first we're having, see, you went too, you got too advanced too quickly. Вы слишком быстро обучаетесь. So first we're Русским just студентам. looking at front and back. Итак, мы сначала смотрим тыльное, открытое. Then there are questions of how quickly. Второй вопрос – скорость, динамика. Do you also have a downward but this way? Опять же, это жест сверху вниз So, или… Итак, I've given you enough so that you could experiment. я дал вам достаточно с тем, чтобы вы могли начать свои собственные исследования. That's the only way you learn. This is the basics for Учиться можно experimentation. только таким образом, применяя. Because different people respond differently. Потому что разные люди по-разному реагируют на одни и те же жесты. Okay? Окей? Anyone else? Did you notice something? Вы что-то заметили? Я заметила, что когда с незнакомым человеком мне один жест более комфортный, а с человеком, которого я знаю, абсолютно противоположный. Right. I noticed that if I know a person, then one gesture is comfortable. If it's a new person for me, another gesture is comfortable. Very, very important. Очень важно. Right. Because, right, with comfort with someone, doors open up. Потому что когда у вас есть комфортное ощущение кого-либо, да, двери раскрываются. But even still, even with someone you know, if all of a sudden the conversation goes in a different direction, Ну и даже если вы кого-то хорошо знаете, но вдруг разговор пошел куда-то не туда. so you have to be responsible and aware. Вы должны это осознавать. So effective, it reminds me of what you could call the difference between self-expression and communication. Ну, это мне напоминает разницу между самовыражением и коммуникацией. Often people learn to express themselves, Часто люди хорошо умеют себя выражать. but what we need for the type of, but for teaching and learning we need communication. Но, извините, для обучения и познания нужна коммуникация. So it's about the other person, not just me. То есть это процесс двоих, а не только меня одного.
it's not an easy thing to realize, and I remember for myself, it wasn't a pleasant thing to realize. Но это не так-то просто осознать, а лично для меня это было не очень приятно осознавать. That to be more effective as a facilitator of learning, что для того, чтобы быть более эффективным фасилитатором обучения, I had to pay attention to other people. мне нужно обращать внимание на других людей. In many ways, they were more important than me. То есть во многих смыслах оказалось, что они оказываются более важны, чем я. And we're always wrestling with this. И мы все время с этим как-то боремся. Excellent observation. Отличное наблюдение, спасибо. Anyone else? Еще вопросы? Okay. Да, пожалуйста. Thank you. Спасибо. Gold star. Мы, тоже в процессе проб, появилась такая мысль, что действительно все очень индивидуально, и подтверждение тому тот факт, что человек может этот жест воспринять как знак «стоп», то бишь достаточно агрессивное заграждение между людьми. А другой же жест, вот такой, может быть для меня как тоже определенная граница, что я защищаюсь от этого человека. Поэтому один и тот же, точнее, разные жесты могут по сути своей означать одно и то же, но все это очень индивидуально. Right. The lady in white is saying that actually it's all very, very personal, and different gestures may imply the same thing. Like this can be stop, and this can be setting a borderline. Right. So it's all very personal. Right. So in working with the student, it's beginning to understand their language. То есть, работая со студентом, мы начинаем понимать их язык. Particularly students who seem to have difficulties. Особенно со студентами, у которых, кажется, есть трудности. They may be interpreting things very differently than you might imagine. Он ведь может толковать какие-то вещи абсолютно не так, как вы себе это представляете. We could spend a lot of time with how do you say no? Например, мы можем много времени потратить на то, чтобы поисследовать, а как вы говорите «нет». But I think you have enough now to experiment. Но у вас, мне кажется, уже есть достаточно материала для того, чтобы поэкспериментировать. Okay. So, to go to another round of experiments. Так, начинаем другой круг экспериментов. It's about the... Okay. Here's where we're going to have science meets art, West meets East. Вот где наука встречается с искусством, а Запад встречает Восток. So, before I go any further, Итак, пока мы не продвинулись I'm дальше, going to take the the vertical and the horizontal. итак, мы возьмем вертикальные, горизонтальные жесты. I'm going to show it to you as an exercise, something you might have learned in a Tai Chi class. Возможно, вы с этим познакомились на занятиях тайчи. Or what they sometimes now call Qigong. Или цигун, иногда так называют. So I apologize beforehand. Итак, я заранее приношу извинения. You may feel good after doing this. Возможно, вы будете себя хорошо чувствовать после того, как вы этим позанимаетесь. Please forgive me, it's a side effect. Это, простите, но это вот побочный эффект. Okay, so for this, you will need to stand up. Для этого придется встать. And try to stand so that you can go like this without hitting the person next to you. Так, чтобы можно было развести руки, но не нанести ущерба соседу. Even if one of you is a bit more back or one more front, turn sideways, stand on the side. Да, можно, очень рассредоточьтесь, пожалуйста. Hello. Привет, привет. Yes, it's also good for saying hello. Hello. Можете поприветствовать и сказать привет, приятно познакомиться. So here is the practice. Вот такая практика. The idea is about life. Это про жизнь. And life flows. А жизнь течет. We could say life flows up. Мы можем сказать, что жизнь течет снизу And life вверх flows down. и сверху вниз. Let's try that. Life flows up. Вверх течет жизнь. Life flows down.
Вниз течет жизнь, Life flows жизнь out. течет вверх. Oh, you're so good. Жизнь. Москва классно получается. Life flows down. Жизнь And find a течет вниз. balance between up and И down. мы находим баланс между вниз и Yeah. вверх. Life also flows to the front. Жизнь так течет вперед. And life flows